Всем привет! Сегодня 12-й, последний день винного календаря, который немножко у нас, мягко говоря, затянулся. И очень хочется подвести уже итог всему этому мероприятию. И сегодня мы это сделаем. И после этого уже можно будет спокойно, со спокойной совестью идти сдавать бутылки. Я вам обещала рассказать, как это здесь происходит. Но у меня уже готов уже набор. Я знаю, кое-кто ожидал вот эту вот героиню нашего выпуска под названием Авоська. Вот, это сейчас 11 бутылок здесь уже авоськи есть. И мы сейчас туда добавим 12-ю. В общем, рассказываю про ресайклинг бутылок. У нас здесь в Калифорнии есть такой специальный закон, что все напитки, стеклотару от любых напитков можно сдавать. Алкогольные, безалкогольные. Кстати, не обязательно стекло, пластиковые упаковки от напитков, что там еще, коробки какие-то даже, алюминиевые банки, все это можно сдавать. И они принимают это в специальных пунктах, значит, Recycling Centers. И там расценки такие, что где-то за килограмм стекла заплатят примерно 20 центов. Ну, это получается, что они принимают все по весу. Вот, и я кстати, взвесила. Одна вот такая вот бутылочка, она весит 200 грамм. То есть где-то 12 бутылок у нас будет, ну, получается 2,5 килограмма, там почти, наверное, 3. И если 20 центов за килограмм, где-то 60 центов я вот за эту всю общую массу заработаю. Ну, даже доллара не заработаю. Ну, к счастью, у меня еще много других бутылок накопилось, потому что я не выбрасываю, я складываю, я сдаю. И за прошлые разы у меня где-то по $10 выходило. Вот. Но еще принципиальный момент, что стоимость тары, она уже закладывается в стоимость напитка, поэтому вы за эти упаковки, за бутылки уже заплатили. То есть, по сути, ты просто возвращаешь свои деньги. Это не то, что ты там заработал что-то. То есть, если ты это купил, то ты уже за это заплатил. Это как вот тележку в супермаркете вернул там и свои там 10 центов забрал. Есть такие вот системы. Ну, это примерно вот так же. Ну, то есть, мотивирует людей как бы возвращать свои деньги, но некоторые люди как бы на этом зарабатывают, собирая бутылки просто там везде, где можно. Вот, это мы тоже здесь в Лос-Анджелесе особенно наблюдаем в больших количествах. Так, ну это было лирическое отступление. Мы возвращаемся к нашему календарю. И на сегодняшний выпуск у нас есть последние ставки. Значит, у нас сегодня, сейчас скажу, у нас 2 ставки на розе и 1 ставка на рислинг. Вот, но поскольку это последнее вообще вино в этой коробке, мне кажется, что здесь будет что-то такое, чего еще, наверное, не было. Потому что розе у нас все-таки было в начале где-то. Рислинга не было. И из того, что я еще не называла... О, Господи, что ты делаешь? Так, сейчас я должна вам это показать, потому что пришел кот, нюхает авоську с бутылками и очень недоумевает, что это вообще такое. Наш Макунский вообще пугается разных неизвестных, непонятных предметов, и вот авоська оказалась таким вот страшным, непонятным врагом, которая должна на него напасть. Вот, но, слава богу, она не напала, все обошлось, все хорошо. Так, о чем я говорила? Я говорила о том, что какие сорта у нас еще не были в этом календаре. Помимо рислинга, уже названного, из белых не было еще вианье, который тоже растет в Калифорнии, не было гевюрцтраминера. Он, в принципе, где-то в одной категории с рислингом. И из красных у нас не было мальбека и не было сира, сорт такой. Вот, поэтому я думаю, что что-то, скорее всего, из этого будет. И хотелось бы, конечно, чтобы они положили сюда игристое, например, потому что калифорнийские игристые тоже довольно неплохие бывают. Вот, но судя по тому, что здесь все бутылочки одинакового формата, и, скорее всего, игристое в такое они разливать не будут, ну, здесь, наверное, обычное тихое вино. Ну что ж, давайте не будем уже дольше тянуть интригу. Откроем и посмотрим. Вот она, 12-я, последняя ячейка. Ура, ура. Опа.
И это красное вино. Так что сегодня у нас ни розе, ни рислинг, никто не угадал. Угу. И что же это у нас? И это бленд. Это бленд Каберне Савиньон и Сира. Вот Сира как раз из тех сортов, которые не были здесь названы, не присутствовали еще в этой коробке, но почему-то они все-таки решили положить его в виде бленда с Каберне Савиньон, а не в чистом виде. На мой взгляд, напрасно, потому что Сира в чистом виде тоже совершенно неплохое, замечательное вино. Оно такое обычно очень такое насыщенное, прям такое хорошее, но вот не знаю, почему-то производители замешали его с Каберне Савиньоном. Ну что, я думаю, что сначала, наверное, мы попробуем вино, поговорим про вино, а потом уже подведем итоги нашего календаря, кто сколько баллов набрал, и определим победителей. Но сначала вино. Сегодня пятница, и мне никуда не надо, так что можно побольше бульков сегодня позволить себе. Вот было бульков 8, наверное, добрых. Ну, такой немножко манжентный у него оттенок. Знаете, такой куда-то фиолетовый уходит. Интересный. Это муха, что ли, в стакане плавает? Нет, показалось. Просто пузырики. Нет, нет, нет. Это пузырики, не муха. Фух. Сразу бы уже была бы и закуска. Ну, что ж. А вот это почему-то пахнет как мерло. Хотя мерла здесь нет и быть не должно. Какое-то оно прям очень такое... Такое ай-на-не-не-не. То есть очень много каких-то разных ягод. Какой-то такой коктейльчик. Ну, ничего конкретного. Ну, очень такой взрывной такой запах. Очень яркий аромат. Обычно Сира, оно такое достаточно плотное вино, но здесь оно чуть-чуть вроде полегче за счет разбавления, видимо, с Каберне Савиньоном. Ну, в любом случае, вот, наверное, это куда-то под мясо пойдет. Или что такое. Ну, попробуем. Вот, это вот точно однозначно из тех вин, которым надо постоять, подышать, потому что так вот сразу оно не раскрывается. Такая, пока что невнятная такая кислятинка. Без особых, то есть в аромате оно сразу чувствуется вот какие-то вот это вот насыщенные ноты, а по вкусе нужно постоять, подумать, подышать. Но вот даже не знаю, ближе к вишне, к смородине, к чему-то такому. В общем, ничего интересного, ничего конкретного они здесь не написали, никакие ноты не написали. Говорят, что типа получаете удовольствие от сочетания двух сортов. И можно сочетать с мясом на гриле. Ну, это, в общем-то, достаточно очевидно, потому что такие вина, они, конечно, к мясным закускам хорошо идут. Честно сказать, про вино, про это особенно сказать мне нечего. Какое-то оно не особенно выразительное пока что. То есть для финала календаря могли как-то подобрать что-то более интересное. Но в целом вот этот календарь, он, ну, оставил такое впечатление на троечку, потому что хороших, вот реально хороших вин здесь было там буквально раз-два. И вот из того, что я помню, что мне прямо понравилось, это был Пино Нуар. Он был прям очень такой приятный. И вот Шардоне калифорнийское было здесь очень хорошее. Вот прям такой образец хорошего калифорнийского Шардоне. Вот. А все остальное, ну, такое достаточно средненькое, ну, такое маловыразительное все это было, поэтому даже не знаю, кто там составлял этот календарь. То есть это не от магазина Бевма календарь, где я его покупала, а какой-то вот просто календарь, который продается в разных здесь магазинах. Вот. И, ну, как-то они без фантазии к нему подошли, без души. Поэтому не зачет авторам вот этого календаря. Вот. И надеюсь, что в следующем году нам попадется что-нибудь получше. Ну, а теперь давайте подведем итоги нашей угадайки. Посмотрим, кто сколько набрал баллов за это все время. Это было немножко сложно, потому что вначале мы пытались угадать страну до 4-го выпуска, пока не поняли, что страна здесь одна, и стали угадывать сорта. Но, тем не менее, каждый, кто угадал хотя бы что-то, там страну или сорт, я засчитываю по 1 баллу.
Вот. Итак, у нас сложилась тройка лидеров, которые регулярно участвовали, регулярно угадывали. И так получилось, что третье и второе место у нас как бы 2 в одном. По 3 балла у нас получают Людмила и Антон. Так что вас поздравляют, получается, со вторым местом. И сразу же к победе первое место у нас занимает Марина. Марина набрала 5 баллов. Ну, я думаю, что здесь немножечко сыграло то, что Марина живет в Калифорнии, и здесь были калифорнийские вина, так что практически Марина играла на своем поле. Вот. И, соответственно, тем не менее, победа честная, заслуженная. Марина, я тебя поздравляю. И с меня тебе будет в подарок бутылка чего-нибудь. Ну, я даже знаю, чего. Я тебе это все потом при встрече приличной передам. А нашим 2 другим участникам я отправлю открытки. Так что напишите мне, пожалуйста, в личку свой адрес, и открыточки из Калифорнии к вам придут. И большое вам спасибо за участие и за то, что вы были с нами на протяжении всего этого календаря. Ну что ж, на этом я завершаю нашу эпопею с винным адвентом вот прошлого года еще получается. И смотрю вперед в будущее, что надеюсь, что у нас получится сделать адвент в этом году, уже в декабре этого года. Но, возможно, как бы в середине между этими 2 событиями до Нового года я еще буду выходить в эфир в каком-то виде, может быть, там раз в месяц или там как-то, не знаю, по ситуации. Вот. И, может быть, буду рассказывать, чего я здесь вообще пью, так сказать, свободное от работы время. Вот. Всем огромное спасибо за участие, за то, что вы нас смотрели. И увидимся. Cheers!